Приветствую всех на моем канале Ольга Дом и Дача. Соответственно, я Ольга. И сегодня у меня очередной день кулинара. И блюдо номер 2 из пекинской капусты. Буду тушить. Это очень быстрое блюдо. Готовится вот буквально на раз-два. Вот дольше капусту резать, чем она будет готовиться. Поэтому для тех, кто любит быстрые рецепты, это вот то самое то. Отрезаю все вот такие вот зелененькие части. А кочерыжечки, все плотненько, это у нас пойдет на суп. Ну и мелко режу, естественно. Ну и, наверное, не надо добавлять, что капусту перед этим разобрала и помыла. Немного подсолнечного масла, немного сода. Ну, масло может быть любое растительное. Кто-то любит на оливковом. Я предпочитаю подсолнечное. Вся остальная капуста у меня пойдет на суп. Ставлю где-то на среднем огне капусту под крышкой. И пока она тушится, я тут разбираю. Это у меня заморозка. Заморозка болгарский перец. Тоже все туда пойдет. Перец заготавливаю летом. Он вкуснее просто. Ну и, естественно, дешевле. Еще у меня замороженный помидорчик. Помидорчик надо было вытащить минут за 15. Тогда вот этот вот замороженный резался бы гораздо проще. Ну, скорее всего, не резался, а кромсался. Ну, неважно. Уже минут 15, когда он постоит, с ним проще. Я замораживаю помидоры когда как. Иногда режу сразу. Тогда надо в стаканчике, потому что сока много. А иногда просто сначала замораживаю, а потом вот так вот на кусочки и в пакет. И опять в морозилку. Но сейчас у меня что-то в морозилке место оставалось, и помидоров было много. Поэтому у меня так они вот целиковые и лежат. Ну, в принципе, какая разница. Моя цель — пекинская капуста очень нежная, поэтому я даже не добавляю лука. Из специй только перец горошком для аромата и лавровый лист. Степень готовности капусты можно будет определить, когда разморозится и немножко протушится заморозка, которую я добавляла. Ну, это быстренько. Я говорю, резать капусту дольше, чем она будет готовиться. Все, капуста готова. Газ я уже выключила. Она сейчас немножко под крышкой постоит, и можно есть. Я как-то попала на корейско-японские рецепты в YouTube. Там во многие блюда добавляется семя кунжута. Я решила тоже добавить, попробовать. По ощущениям должно все соответствовать и гармонировать. Решила сварить риса. Он в пакетике. Раз мне на ум пришла дальневосточная кухня, в смысле корейская, китайская, японская, то нужен рис. Вот такой вот у меня нехитрый ужин получился. Можно сказать, в корейском стиле, ну или в японском. Вот и я поняла, чего здесь не хватает. Не хватает куриной грудки. Но это в следующий раз. А сейчас на этом все. Всем добра.